Всем привет! И сегодня я расскажу про косплей Ройса по игре Cyberpunk 2077. Костюм был сделан в прошлом году, 2019. За 2 месяца я его сделал перед самым конкурсом. На отборочном этапе я прошел в финал. Прежде чем я изменю немного костюм и внесу в него новшества, я бы хотел его показать вам и рассказать, как я его сделал. Почему я смотрю туда? Ну, потому что он там стоит, я его сюда перенес поближе к столу, чтобы хоть как-то образно показать, хотя бы в разобранном виде. Я хочу сказать огромное спасибо CG Projekt вообще, в принципе, за всю эту движуху, за возможность поучаствовать, а уж тем более за сам приз, потому что именно часть этих денег с приза мне помогли арендовать это помещение, и вот я здесь. Один из самых сложных моментов это был поиск референсов для создания костюма, так как никаких материалов не было в сети, кроме вот коротенького ролика, где Ройс засветился вместе с костюмом, и я сделал более 2000 скриншотов, которые и пошли в работу. Подогнал размер в фотошопе и распечатал на листах А4, склеил это все, а местами, где было совсем не видно детализации, обвел маркером. На местной авторазборке я подобрал нужные мне детали. Это различные карданчики, сами стеклоподъемники для подвижных частей костюма. Ну и в общем-то вот как-то из этого всего я стал придумывать механизмы для костюма. Пришлось зарисовать целый альбом, чтобы понять все механики. Основу для руки, которая держит щит, я изготовил из 6-мм фанеры. В движение она приводится с помощью двух таких стеклоподъемников и тросиков. Из той же фанеры я сделал и некоторые другие формы. Крепление для ботинков я взял с сноуборда. Это быстросъемные крепления, они очень удобные, и я их приспособил на свою платформу из профиля 15 на 15. Ушло около 5 прутков 6-метровых, такой вот профилированной трубы. Да-да, я знаю, это все тяжело и можно было сделать из алюминиевого профиля, но у меня не было аргонщика рядом, а у самого аргона нет. Поэтому такая вот жесть в прямом смысле слова. И работать пришлось и днем, и ночью, потому что времени было просто в обрез. Я очень хотел повторить качественно механику, которую я увидел в ролике. И на это ушло очень много времени. На то, чтобы понять, как это все должно шевелиться. Сам себе инженер. А некоторые механизмы рождались сами собой во время всей этой сказки. Сварки было много. Носки я все-таки прожег. А также штаны, рубаху. Вот в эти места я приварил болты каленые, чтобы ноги были съемными. В итоге я получил что-то похожее на скелет для экзоскелета Ройса. Вот такая туфтология. В ногах для поддержки я использовал по 2 газовых лифта мебельных по 16 килограмм. То есть в эту сторону мы сдвигаем, а в другую сторону, ну, двигается. Да? Вот так это и планировалось. К сожалению, пластиковые шкивы лопнули, и я их заменил на втулки самодельные. Второй стеклоподъемник я приспособил на спину, и он поворачивал руку вперед и назад с помощью тросика. А этой штуковиной вообще чуть портал к покемонам не открыл. Все отпилить придется так. Крепления я зашкурил и покрасил, чтобы они подходили к дизайну костюма.
Суббота, 3 августа, 12 часов вечера. Что я делаю? Ну, вы уже догадались. То же самое, что и обычно. Пилю. Для подвижности бедра я приварил тот самый карданчик и петлю дверную. А, это я даже не знаю, как получилось. После испытаний на смену тумблеру пришли кнопочки стеклоподъемников. Они-то и будут управлять моторедукторами. Дальше пошел процесс наращивания мяса на костях. Для покрытия я использовал Еву сантиметровую в 70 шор. А вот наполнял я полистиролом. Ириска постоянно следила за контролем качества. Блохастая. В нашей однокомнатной квартире был просто пипец. Процесс создания выкроек для одежды — отдельная история. Скелет для огромной пушки Ройса изготовлен из полипропиленовой трубы. Тяжело, но надежно. Защита для ног напечатана на 3D принтере пластиком PETC. Основу щита я вырезал из оргстекла 3 мм и покрасил его с другой стороны. Покрыл щит тонким PET-пластиком и нанес на него текстуру с помощью паяльника. Вот такой вот бестолковый способ. Занял у меня 5 часов. В пушку я установил 2 активатора автомобильных. Они двигают вот эту штуку вперед, когда нажимаешь на курок вместе со светодиодами. Мне нужно было повторить некие такие мерцания, как будто бы это искры. Это один, черт возьми, большой пульт управления. И вновь за болгарку. Хорошо не выкинул свои старые башмаки зимние. Немножко их апгрейдил. Сделал выкройки. Все это вырезал, соответственно, и приклеил. Получилось очень классно. Я не знаю, это прям моя некая гордость такая. Башмаки хоть на каждый день можно носить. Прикольные получились. Опять же, чудо-инженеринг на коленках. И воспроизведение этого механизма уже в реалити. Втулки опять используют те же самые магнитные валы от картриджей. Вновь меня выручает Tinkercad. В нем я по-быстренькому смоделировал пряжку такую же, как у Ройса. А вот с мехой на лице намного все сложнее. Я несколько раз перепечатывал все и сделал около 3 опытных моделей, прежде чем добился нужного мне результата. Чтобы придать лицу вид кожи, шрамов и всего этого дела, я использовал легкий пластилин. Он продается в детских магазинах.
Напоминает что-то вроде жидкой Евы, или как она там называется, Ева Клей. Сбегал в секонд-хенд, а там нашел я такую вот волосатую безрукавку. И с нее я и сделал бороду. Чтобы хорошенько подсветить поверхность щита, я установил по всему периметру светодиодную ленту на 12 вольт. Что касается пушки, которая является в то же время и пультом управления всего костюма, то там просто целая дюжина проводов, там такая схема, ой. Сзади решил сделать вот такую вот подсветочку в дизайне Киберпанк. Закрывается блок управления на липучках. А это мастер-класс по резке выкроек от Мираны. Одной прекрасной летней ночью я покрасил все большие детали. Генеральная примерка и... Сергей Степанов. Ройс. Мне надо отойти, потому что он появляется с той стороны. Чтоб вы понимали, каждый шаг озвучен. Сергей Степанов, Ройс. Это еще не все приблуды, которые он... Еще щит зажигается, рука выпрямляется. With you, it can only happen in Russia, really. It was great. Это place очень number крутой one. костюм. Это очень крутой костюм. Когда он его увидел, он просто не поверил. И он сказал, что такое могло случиться только в России. So, first place, Royce, number 22, Sergey Stepanov. Первое место. Сергей Степанов. Ройс, номер 22. Ройс, красавчик. Забрал все, что мог забрать. Это пока подержу я. И это... Мне везет сегодня. Спасибо вам за просмотр. На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте обязательно лайк. Это побуждает делать новые видосики. Обязательно пишите в комментариях свои впечатления об этом костюме, потому что для меня он много значит, и мне очень интересно ваше мнение. Думаю, что следующий ролик именно про этот костюм будет уже с обновлениями и после финала. А сейчас, пожалуй, мне пора идти пилить новые обновления для этого костюма. Дальше больше, вы же знаете. Пока-пока. Dexter Deshawn, Dreads, Gold Plate, Foul Fuck, got him?